Анна обнаружила это впервые утром, когда причесывалась перед зеркалом. На гребне остался целый клок. Сперва она объяснила это напряжением. Последние месяцы были изматывающими, бесконечный труд, переделка в доме, ночи без сна. «Все логично», — твердила она себе, — «ничего ужасного». Она уверяла себя, что подобное уже случалось: пережженные волосы, сезонное выпадение, изнеможение. Нужно лишь расслабиться, отоспаться, перестать беспокоиться. Но спустя несколько дней ее успокоения утратили силу. Пряди выпадали с пугающей частотой. Каждое утро теперь начиналось с уборки в ванной, волосы застревали в стоке, покрывали плитку. Подушка по утрам была усеяна тонким слоем обломанных волос. На полу в прихожей, в щелях между половицами она находила их снова и снова, словно дом сам напоминал ей о приближающейся катастрофе. Она стала различать редкие проплешины на коже головы, островки открытой, раздраженной кожи посреди некогда пышной шевелюры. Порой, причесываясь, она чувствовала острую боль, будто дернула за основание чего-то живого, цепляющегося за нее из глубин. Появилось желание чесаться, неотступное, сводящее с ума. Анна ловила себя на том, что автоматически скребет голову до царапин. Ночью зуд становился нестерпимым. В темной тиши спальни ей чудилось, что кожа головы живет своей жизнью, что под ней копошится нечто крошечное, незнакомое. Когда Марк, ее супруг, однажды утром увидел ее мокрые волосы, почти полностью забившие слив в душе, он осознал: дело серьезно. «Анна, это не просто напряжение», — произнес он, держа в руках пучок ее волос. Голос его дрогнул, а во взгляде читался ужас. Анна отвела взгляд, чувствуя, как в горле подкатывает волна паники, густая и душающая. «Я думаю, это может быть рак», — выдавила она шепотом и разрыдалась. На следующее утро они уже были в больнице. Доктор Грейс, невозмутимая, серьезная женщина с проницательным взглядом, не задавала ненужных расспросов. Она осмотрела Анну досконально, разделяла волосы на проборы, светила лампой на кожу головы, что-то помечала в блокноте. Когда Анна упомянула о небольшой температуре, слабости, ночной потливости, выражение лица врачихи стало озабоченным. Доктор выписала направление на анализы крови, тесты на онкомаркеры, соскобы с кожи головы. Время в ожидании ответов тянулось, как бесконечная зима. Анна чувствовала, как ее тело слабеет. Волосы покидали голову все стремительнее, обнажая кожу, испещренную микротрещинками. Порой ночью, просыпаясь от зуда, она обнаруживала под ногтями тонкие частички кожи, словно бессознательно раздирала себя во сне. Они посетили нескольких врачей, терапевта, дерматолога, иммунолога. Каждый раз она слышала разные предположения: аутоиммунный недуг, грибковое заражение, гормональный дисбаланс, нервное облысение. Ее пичкали антигистаминными, кремами, седативными. Но ничего не действовало. Лечение превращалось в мучение. Однажды после очередного сеанса в кабинете физиотерапии Анна упала в обморок, врач объяснил это переутомлением, но в глубине души она знала, нечто разрушает ее изнутри. Порой ей казалось, что врачи смотрят на нее с затаенным состраданием, тем, каким смотрят на обреченных. Анна ощущала себя все более одинокой в этом невидимом аду. Она стала бояться собственного тела. Каждая новая проплешина казалась ей меткой приближающегося конца. Порой в зеркале она видела не себя, а незнакомую женщину с пустыми глазами и пятнами крови на руках. Порой в дремоте ей слышались крошечные звуки, тихое похрустывание, шуршание, будто нечто мелкое ползало у нее под кожей. В такие ночи она металась в кровати, расцарапывая себя до крови, а Марк крепко обнимал ее, шепча бессмысленные слова поддержки. На третий день после очередного соскоба доктор Грейс пригласила их к себе. В кабинете царила тягостная тишина.
Доктор аккуратно положила перед ними увеличенный снимок с микроскопа. На изображении были полупрозрачные существа с заостренными головами и рваными клешнями. Они впивались в волосяные луковицы, оставляя за собой черные, будто обгоревшие каналы. «Это дерматофаги», — сказала доктор. Анна смотрела на снимок как на кошмар, в который ее втянули без согласия. Доктор пояснила: редкие паразиты. Обычно в тропиках. Иногда через зараженные ткани, мебель попадают сюда. Их личинки проникают в кожу, питаются кератином, уничтожают корни волос. Вы упоминали старое кресло, купленное на рынке? Спросила доктор. Анна кивнула, уже догадываясь. Доктор протянула им схему терапии, противопаразитарные шампуни, лекарства для приема внутрь, иммуномодуляторы. И обязательная полная обработка жилья. Лечение оказалось кошмаром. Шампуни жгли кожу, оставляя волдыри. Голова покрылась трещинами и язвами. Порой Анна кричала в душе, когда горячая вода касалась израненной кожи. Ночью она чувствовала движение под кожей, медленное, едва заметное, но до жути реальное. В такие мгновения ее охватывала паника, неудержимое животное. Она вцеплялась в Марка, дрожа, едва сдерживаясь, чтобы не содрать с себя остатки кожи. Марк не отступал от нее ни на шаг. Он обрабатывал мебель, выносил зараженные предметы, заказывал бригады дезинфекции, мыл дом до изнурения. Порой он просто сидел рядом, держа ее руку в своих ладонях, пока Анна расчесывала голову снова и снова до крови, лишь бы избавиться от ощущения чужой жизни внутри себя. Лишь через месяц первые признаки выздоровления стали проявляться. Зуд пошел на убыль. Новые волосы, тонкие, слабые, словно после пожара, пробивались сквозь шрамы. Но Анна стала другой. В ее взгляде теперь читалась та самая тонкая, почти невидимая уязвимость. Каждый раз, когда ветер трепал ее волосы, она вздрагивала. Однажды вечером, сидя на крыльце с чашкой чая, Анна взглянула на Марка и тихо произнесла: «Я всякий раз думала, если вдруг все пойдет не так, я хочу, чтобы ты знал. Я была счастлива с тобой, несмотря ни на что». Он молча накрыл ее руку своей. Слов не требовалось. Они прошли через это вместе. Но где-то в глубине, в самые темные часы перед рассветом, Анна все еще порой ощущала легкий зуд, едва уловимое движение под кожей. И тогда она сильнее прижималась к Марку, напоминая себе, что это всего лишь боязнь. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Поделитесь, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. До новых встреч!